Напряженность нарастает. Действия Турции обостряют ситуацию с Израилем. События, последовавшие за отменой визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан, указывают на новую волну напряженности на Ближнем Востоке. Израиль предпринял шаги по защите сирийских друзов, заключив с ними соглашение о безопасности. Это произошло на фоне атак со стороны различных вооруженных группировок, действующих в Сирии. Реакция Израиля была незамедлительной. Серия авиаударов, затронувших и окрестности президентского дворца в Дамаске. Целью было заявлено обеспечение безопасности союзников и предотвращение этнических чисток. Израиль ясно дал понять, что бездействие сирийского режима будет расценено как согласие с агрессией против друзов. Параллельно турецкие СМИ сообщили о поднятии в воздух ВВС Турции. Зафиксирован контакт между израильскими и турецкими самолетами в сирийском воздушном пространстве. Хотя столкновения удалось избежать, сам факт взаимодействия военных двух стран вызывает серьезную обеспокоенность. Израильский удар, носивший демонстративный характер после завершения операции, был сигналом не только Дамаску, но и Анкаре. Сегодня возникает вопрос о возможности прямого военного противостояния между Израилем и Турцией. Риторика Анкары становится все более жесткой. Президент Эрдоган неоднократно заявлял о турецкой принадлежности Иерусалима, открыто угрожал Израилю войной и обсуждал ввод войск в Сирию. Эти заявления представляются не просто эмоциональными всплесками, а частью последовательной программы. Эрдоган целенаправленно пересматривает внешнюю политику Турции, ориентируясь на неосманскую, идеологизированную и антизападную, а также антиизраильскую ось. Израильское оборонное ведомство отреагировало быстро. В новой военной доктрине Турция обозначена как потенциальная угроза наряду с Ираном. При этом, в отличие от Ирана, Турция имеет непосредственную географическую близость к Израилю. Появление турецких войск у северных границ Израиля будет воспринято как прямая угроза. Израиль намерен действовать на опережение. Эта позиция поддерживается всем политическим спектром Израиля. Израильская политическая элита едина во мнении. Любая попытка Турции помешать действиям Израиля в Сирии или разместить силы вблизи Голландских высот встретит жесткий отпор, включая уничтожение турецких самолетов. Израиль, переживший Холокост, не допустит повторения трагических ошибок прошлого и предотвратит угрозу заранее. Но каковы причины столь конфронтационного курса Анкары? Ответ, вероятно, кроется в идеологии. Эрдоган отошел от принципа невмешательства, который ранее лежал в основе внешней политики Турции. Он открыто поддерживает братьев-мусульман, ставя идею исламского халифата выше национальных интересов и вмешиваясь в дела арабских стран, что приводит к дестабилизации. Братья-мусульмане преследуют цель создания транснационального халифата, что противоречит национальным интересам Турции. Эрдоган, похоже, переносит эту идеологию на внешнюю политику, позиционируя Турцию не как светскую республику, а как проводника исламского мессианства. Это может быть стратегической ошибкой, превращающей Турцию из потенциального регионального лидера в источник нестабильности, ведущей к изоляции вместо союзов, экспансии вместо прагматизма и враждебности вместо сотрудничества с Израилем. Израиль тем временем укрепляет региональные связи с Грецией, Кипром, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, в то время как Турция оказывается во все большей изоляции. Антиизраильская риторика стала распространенным явлением в турецком обществе, используясь как властями, так и оппозицией в качестве внутреннего политического инструмента. Ненависть к Израилю стала едва ли не единственной точкой согласия в разделенной турецкой политике. Тем не менее, Израиль сохраняет рациональный подход и готов к диалогу. Существуют потенциальные точки соприкосновения интересов, например, в Сирии, где Израиль заинтересован в безопасности друзов и контроле над Хермоном, а Турция – в поддержке туркоманов и создании буферной зоны. Теоретически возможен неформальный консенсус о разделении сфер влияния, однако этому препятствует идеология Анкары. Ситуация вокруг Кипра и Восточного Средиземноморья также остается напряженной, о чем свидетельствуют столкновения между турецкими и французскими военными судами. В случае конфликта между Турцией и Израилем, Греция и Франция могут поддержать Иерусалим, что является логичным следствием существующих союзов.
Израиль обладает современными истребителями F-35, в то время как у Турции возникли проблемы с закупкой новых самолетов. Военный конфликт стал бы катастрофой прежде всего для самой Турции. Важным фактором является и объявленная Израилем массовая мобилизация резервистов, формально связанная с операцией в Газе. Однако, учитывая ослабление Хамас, возникает вопрос, не является ли это подготовкой к другому сценарию – конфликту с Турцией или удару по Ирану при обеспечении безопасности на северном направлении. Разведка, вероятно, располагает информацией о возможных провокациях, что объясняет подготовку Израиля. Сегодня нельзя исключать никаких сценариев на Ближнем Востоке, где геополитические интересы могут превратить любую страну в инструмент чужой идеологии. Несмотря на это, Израиль остается открытым к партнерству. Исторически Израиль и Турция сотрудничали, в том числе по вопросу курдского сопротивления. Израильская разведка сыграла ключевую роль в задержании Абдуллы Аджалана. Враждебность между странами не является неизбежной, а стала следствием политического выбора турецкого руководства. Пока Эрдоган продолжает свой нынешний курс, Израиль будет вынужден укреплять свою оборону, расширять союзы и проявлять дипломатическую и, при необходимости, военную жесткость. Однако, если в Анкаре возобладает рациональность, Израиль готов к сотрудничеству. Таким образом, ключевой вопрос заключается в выборе Турции. Станет ли она частью новой региональной системы или останется заложницей неосманских амбиций? На этом фоне отметим, что Сирия объявила о заключении крупной сделки по поставкам природного газа с Турцией. Турция будет ежедневно поставлять в Сирию 6 миллионов кубометров природного газа по трубопроводу Килис-Алеппо в течение следующих 3 месяцев. Кроме того, Турция в настоящее время поставляет в Алеппо около 200 мегаватт электроэнергии и планирует увеличить эти поставки до 700-800 мегаватт в ближайшие месяцы. Постскриптум. По сообщениям СМИ, 8 мая в Баку должна была состояться встреча между Турцией и Израилем при посредничестве Азербайджана для обсуждения ситуации в Сирии. Израильский телеканал Channel 11 сообщил, что это должна была быть 3-я встреча между странами, на которой Израиль планировал выдвинуть 2 ключевых требования относительно военного присутствия Турции в Сирии. Первое требование – это отсутствие сил, угрожающих безопасности Израиля, вблизи Голландских высот, а второе – недопустимость размещения стратегического оружия, представляющего угрозу для Израиля. Азербайджан, поддерживающий тесные связи с обеими странами как крупный покупатель оружия, выступал посредником в этих переговорах. Напишите ваше мнение в комментариях и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.